На прошлой неделе эта зажигалочка зазывала всех членов жюри к себе в семикомнатное гнездо со словами «Грешить так грешить». Встречайте, Жар-Птица. Здравствуй, Жар-Птица, наш коктейль с огоньком. Добрый вечер. Ну что сегодня делать будем? Все. Какие предложения? Я тоже сейчас начну так разговаривать к 8-му выпуску. Заразишься от меня? Регина так в жизни разговаривает, да, Регина? Я? Да ты что, говоришь такое? Подружка. Сеструля? Нет, я двоих так не вынесу, подожди. Это передоз. Жар-птичка дорогая, здравствуйте, как я рада вас видеть. Моя милая. Давай вдвоем пощебечем. Зачем они нам все? Нет, я больше не могу, меня ухо заклинило. Тогда я предлагаю перейти к песне. Ну а перед песней мы послушаем все версии Жар-Птицы за 7 предыдущих выпусков. И плывет веночек в далечной воде, одинокая стою на берегу. Может быть, Шена, певица Шена. Аня Покров, и она умеет петь народным голосом и делала это неоднократно. Татьяна Куртукова. Давайте не забывать. Легендарный хит. Ида Галич. Ида, она поэтому столько ее нет в роликов жюри. выпустила под эту песню. Где-то нотки Марины Кравец я слышал. А Максим не может быть? Есть блогер Карина Кросс. А не может быть Карина Кокс? Кстати, может быть. Мальчишник у них тут. Вместо того, чтобы разойтись к концу, вы сидите тут с серьезными лицами. Зажигать когда будем? А ты девчонка с огоньком. В нашем возрасте, Жар-Птица, это называется разошлись. Да. Снегири, нигири улетят, снегири, нигири не заплачешь, и мечты такие улетят. Снегири, нигири, ты же знаешь. Это прям любовь с первого взгляда сейчас была. У меня возникла какая-то очень туманная версия, что так высоко может петь Юлия Савичева. То не естся, то не спится, то всю ночь кошмар мне снится. Не могу определиться, кто ты, кто же ты, Жар-Птица. Жар-птица в пьяном угаре. Потрясающе, было просто потрясающе. Я предлагаю так и было, конечно. Ну что скажете, жюри? А вдруг это Аида Гарифуллина выпускает всех своих чертиков перед нами? Где-то между небом и морем, абсолютно раздета, где кончается горе, начинается лето. Подольская. Подольская, хорошая версия. А говорили о Клава Кока. Ну вот не знаю, насколько у Клавы вот эти все верха такие именно. В прошлый раз еще была версия «Моя Мишель». Да, Татьяна Ткачук. Послушайте, а версия Анна Плетнева? Мы в замешательстве, Жар-Птица. Видишь, что ты с нами делаешь? Какой же вам противный голос сделали, вот вообще прям ужас. Почему это сделали? Это мой натуральный голос. А, да. Вот удивительно, да, она поет, ее голос как молодой певицы, но когда она разговаривает, есть ощущение, что, ну,
мама говорит. Хочешь сказать, Сережа, домой! Как будто мама зовет, да? Да-да-да. Что-то фундаментальное. Я могла бы тебе подарить небо в алмазах. Я стану твоим ангелом, моя могла бы песня. тебя удивить всем на свете и сразу. Я мечтаю тебя отвезти Какой-то- на восход на янтарный. Да, ой. Голос Максим. Стихнет ветер коварный. Я хотела для тебя стать всем. Или лучше мне тебя не знать совсем. Я стану твоим ангелом. Я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом. И в счастье и я стану твоим ангелом, что крыльями от бед укрыть. Я стану твоим ангелом, что просто рядом быть. И для тебя я стану всем, мой ангел. Или не знать тебя совсем. Асия не может быть? Может быть. Мой ангел. Я стану твоим Это все-таки Аида Гарифуллина. Вокалисты академические, это Аида. Я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом. И в счастье и в беде. Я стану твоим ангелом. Я стану твоим ангелом, что просто рядом быть. Браво, жар-птица! Ее небесное, воздушное, ангельское выступление. Марк, я ждал твоих песен в проекте больше, чем ты сам, если честно. Наконец-то это произошло. Но как тебе прочтение песни совершенно в другом исполнении, версии? Лучше, чем у Марка. Да. А Лера вот всем лучше, чем у Лазарева. Лучше, чем оригинал. Лер, вообще... Кто вам еще правду скажет? Лерка, вот честно, если хочешь честно, Слава Макаров лучший ведущий, чем ты. Ну, не сравнивай. А чё нам все- Лера, мой А гуру. чё нам все соревноваться? Это я просто Леркиной же краской, Да понимаешь? я, кстати, вообще не против, я Славу Ведёт очень люблю. классно. Но если он лучше спел «Сдавайся», чем ты, ну что Конечно, поделать? конечно. И «Жар-птица» лучше спела Лер, но я тебе тебя. скажу, мне не обидно, потому что я же не только исполнитель этой песни, я как автор, поэтому пусть другие поют и лучше. Вот, нормальная реакция на это, нормальная. А как тебе интерпретация твоей Я песни? хочу сказать, что она меня просто пригвоздила. Я вот как встал, стою и не могу сдвинуться с места. «Жар птицы» — это было очень красиво. Она добавила то, что я люблю, она добавила туда Востока, она добавила туда вот этих каких-то хроматических ходов, полутонов. Песочка? Ну, песочка голосового там, кстати, не было. Не было? Был. песочек. Да, даже я его Ты просто растворился так в песне, что Я ты... растворился в исполнении «Жар птицы» и в том, что происходило там за ней. Я буду стоять насмерть и не отдам сегодня «Жар птицу» в номинацию.
Вот что вы тут не делаете? Ну, во-первых, потому что у нас нет крепких версий, а Это потому, во-вторых... что тебя нет. Не говори во- за всех. Ну и у вас сейчас не будет. А во-вторых... Пообщался с Кудрявцем, видишь? Ультиматумы начал ставить. Благодарю вас, Марк, за такую прекрасную песню. Я пела ее душой. Ну, в общем, это было как-то небесно, красиво, нежно, трепетно. И когда девушка поет мужскую, в принципе, песню, это вообще какой-то переворот вот лично у меня в сознании. И Давайте сделаем дуэт. так вы не слышали, я тут пел с вами дуэтом. Я думаю, что мы обязательно сделаем, потому что, ну, как минимум через неделю мы узнаем, кто же вы, жар-птица. Марк, помнишь, ты говорил о том, когда наша прекрасная жар-птица пела песню «Снегири», ты говорил, вот, эту версию надо обязательно выпустить. Смотри, версия прекрасная. Что если и эту версию, тем более, что автор сидит здесь, Я вот уже подписываю бумаги, я контракт? подписываю. Понятно, Да. я как продюсер сейчас сработал. Жар-птица, песню можешь выпускать, я договорился с автором. Договор на издание песни, отлично. Как быстро все решается здесь. Слушайте, жар-птица, дорогая, вы великолепны. Я не знаю, кто так может небесным голосом петь. Мне кажется, что это какая-то очень молодая артистка. Мне какое-то время казалось, что это может быть Аида Гарифуллина, потому что в каждой песне вы используете какие-то вокализы такого звучания, академического звучания. В этот раз это тоже было, и я прям услышал Аиду, но потом... Убедил себя в этом. Себя, да. А потом во второй половине песни подумал, что если бы была бы Аида, то звук был бы более круглый. Да, как тогда Аида нас учила, что картошка во рту горячая. Поэтому академ был чуть-чуть бы другой. Но... У меня картошка остыла просто Как уже. остыл у вас в голове огонь. Вы подогреваете постоянно вашу пищу. Очень полезно. Трогай. Ой, я Кстати, боюсь. с жар-птицей очень хорошо жить, всегда горячая еда. Да-да-да. Со мной жить хорошо. А Стоцкая, например, Может быть, версия. красивая Классная очень певица. версия, да. На Но Стоцкую визуально тут даже похоже. такой тембр прозрачный, Но только такой не в разговоре. легкий, в такой разговоре. нежный, такой обволакивающий, такой гипнотический. Вы очень-очень кроткий, нежный, робкий артист. Там скрывается какая-то душа, глубина такая. При этом, Регина, я тебе хочу сказать, что порой она нам демонстрировала очень классное сегодняшнее техничное пение. Потому что эта артистка очень давно на сцене. Регина, вы просто не слышали, как я по барам пою. Зато я слышала, как вы в баре поете, это во-первых. А во-вторых, я слышала, как вы пишете. А вы артист пишущий, вы автор. И вы такая многогранная. У вас так много сторон, которые хочется узнать, но открывать вас сегодня я запрещаю. Молодец, умница. Подожди, а кто это такой артист? Пишущий. Я считаю, что это Асия. Я Ася. уверена, что это Асия. Сегодняшним выступлением мне наша жар-птица напомнила прекрасную Аленушку из второго сезона. Аленушкой тогда была певица Мона. И когда мы отгадывали Мону, мы тоже искали молодые имена. И среди прочих мы говорили Анет Сай и Асию. То есть у них схожие тембры голоса, они очень хорошо поют. Подождите, а Мона порой похожа на Асю, я говорил. Анжелику Варум. Ну, не Анжелика здесь точно. А вдруг? В любом случае хочется поздравить жар-птицу, потому что сегодня я надеюсь, что родился новый дуэт и новая версия этой песни. До встречи на голосовании, жар-птица. Главное, не нервничай и не устраивай в Москве глобальное потепление.